Привет всем, добро пожаловать на канал. Вот такая радиостанция есть, Retevis NR30D, аналоговая цифровая радиостанция. Работает в диапазоне 400-480 МГц и заявлена максимальная мощность 10 Вт. В комплекте есть руководство пользователя на русском языке, в том числе информация присутствует. Сама радиостанция выполнена из АБС пластика, прочный пластик. Я думаю, если уронить, не рассыпется, как большинство дешевых китайских радиостанций. Здесь антенна с разъемом SMA Mail прикручивается в SMA Female, ответную часть на радиостанции. Антенна, как видно, тоже однодиапазонная, как у радиостанции NR630S, и работает ближе к PMR диапазону. Сверху регулятор громкости совмещен с тумблером включения. Вот такой дисплей здесь, зеленый. Здесь валкодер. Не переключатель каналов, как обычный 16 каналов, а именно валкодер. Он по кругу крутится. Немножко с задержкой переключается, но переключается. Сверху клавиша аларм, спикер на передней панели вверху, микрофон, слева клавиша PTT и две функциональные клавиши. Под заглушкой разъем, позволяет подключить дата-кабель или гарнитуру. Разъем откручивается отверткой, герметичный. Для того, чтобы прописать каналы, нам необходимо открутить заглушку герметичную и использовать вот такой дата-кабель. Программное обеспечение данной радиостанции простейшее, настраивается очень легко, как и все цифровые DMR радиостанции. Необходимо считать из радиостанции параметры для начала. Выбираем ваш COM-порт. Давайте, в данном случае у меня порт номер 5. Радиостанция считывается очень быстро. Здесь параметры этой радиостанции. General Settings. Зайдем, посмотрим. Radio Name, Radio ID, шумоподавитель на минимуме, Power Save 1 к 4, Gain можно добавить. Добавим Compounder, LED, Standby Light, оповещение о низком напряжении, голосовое оповещение, есть оповещение на китайском языке, есть на английском. Давайте на английском оставим. Русского языка здесь нет. TVT 3 минуты оставлю. Пусть будет Vox, пусть будет выключен. Мы не будем использовать его. Есть назначение на кнопки, на короткое и на длительное нажатие. Две функциональные, которые под PTT. Зоны настройка. В данный момент здесь 64 канала по зонам распределены. В настройках канала каждого можно выбрать Channel Mode, аналоговый или цифровой канал. Если выбираем аналоговый, здесь у нас дополнительно можно субтоны выбрать, включить, выключить. Полосу можно 12,5 или 25 кГц Emergency System. Скрэмблер даже присутствует. Скан-листы. Давайте вернем так мощность максимальная, минимальная и средняя. В цифровом режиме справа настройки, color-коды, repeater слоты, emergency system, контакты, групп-листы, encryption mode, basic and advanced encryption. Advanced как раз можно на ES256 назначить. Он у нас здесь живет в энкрипшенах, в privacy, да, advanced ES256. Поправим потом каналы и сохраним частоты рабочие, с которыми будем дальше тестировать радиостанции. Контакты, RX групп листы здесь присутствуют. Сообщения может отправлять. Privacy ES256 также поддерживает. Emergency, скан-листы. Ну, в принципе, вот и все. И записывает также она быстро все параметры в радиостанцию. С обратной стороны радиостанция имеет на аккумуляторе USB-C порт для зарядки. То есть радиостанцию можно зарядить практически в любом месте. Батарея имеет 2800 мАч емкость, напряжение 7,4 вольта. Такая вот контактная площадка. Мне очень напоминает вот эту радиостанцию,
которая NR630S. Давайте попробуем, подойдет ли от нее батарея. Прекрасно подходит, взаимозаменяемая. Также в комплекте есть зарядный стакан, вход 5 вольт, выход 5 вольт, 1 ампер, USB-C кабель. Клипса крепится к корпусу радиостанции, что очень хорошо, батарея не будет разбалтываться. Давайте протестируем динамик этой радиостанции, как он работает в аналоговом режиме. Проверка динамика радиостанции Ritevis NR30D, аналоговый режим 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас говорю в радиостанцию Ritevis NR630S, аналоговый режим 1, 2, 3, 4, 5 на приеме. Ну а теперь микрофон потестируем. Будем принимать на Ritevis NR630S. Проверка микрофона радиостанции Ritevis NR30D, аналоговый режим 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка радиостанции. Прием. Давайте разберем радиостанцию. По опыту разборки NR630S нам не нужно будет откручивать вот эти все ручки громкости, волкодера, разъем, антенны, боковой. Просто снять аккумулятор необходимо, открутить все вот эти болты и снять радиатор. Да, как я и говорил, тут все быстренько откручивается и крышка вот это снимается. Здесь герметичная IP67 пылевлагозащита, резинка по периметру. Внутри радиостанция вот так выглядит. Тут уже Auctus, уже поинтересней. Модель AM6106. Давайте поближе на зуме посмотрим, что тут на плате есть интересного. Так, вот этот экземпляр радиостанции намного интереснее, чем, наверное, 630-я. Разъем. Так, маркировку не пойму вот здесь, да. Ну и здесь плата на болтике прикручена. Давайте измерим мощность. Начнем с минимальной мощности. 433 500 запрограммирован аналоговый канал, так как мой прибор измеряет только аналоговые мощности радиостанций. Давайте с минимальной мощностью. На 433 500, ну, 0,5 ватта, 0,6. Medium. Средняя мощность 5,7. High. И максимальная мощность на 433 500 почти 10 ватт, 9,8. На 446 переключимся на втором канале. Low. С минимальной мощности начнем. 400 милливатт. Medium. Средняя мощность 4,6 ватта. High. И максимальная мощность 8,3 ватта. По гармоникам измерим, нажимаю на передачу, подключил через затенюацию. Подождем немного. Ну вот, как-то так. Основной сигнал и вторая гармоника. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так работает в цифровом режиме. Это радиостанция Ritevis NR30D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас передаю с радиостанции Ritevis NR30D в цифровом режиме DMR. 1, 2, 3, 4, 5. Вот поближе к микрофону говорю. И сейчас подальше. Сейчас ветер на улице. Микрофон, надеюсь, не задувает. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка связи.
В целом аппарат интересный получился. IP67 пыль и влагозащита. USB-C порт, 10 Вт максимальная мощность, DMR цифровой режим поддерживает, крепкий корпус. И также еще AES-256. Я думаю, для некоторых сфер применения эта радиостанция будет удобна. И здесь каналов не 16, а 64, значительно больше. Аппарат интересный, полезные ссылки в описании под видео. Оставляйте комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока.